Всем чао-чао, меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура, ландшафтный скетчинг, архитектурный скетчинг и интерьерный скетчинг. И сегодня будем рисовать вот такое вот окно. Это такой стрим, он почему-то снялся вертикально, как вертикальное видео, но я надеюсь, что это не помешает, тем более, что я вижу по статистике, что очень многие смотрят мои стримы с мобильной версии YouTube. И чтобы радостно прийти вот в такую вот стилистику, которая вот сейчас на экране, я использую Parallel Pen. Это вот то, что вы видите у меня сейчас в руках. Такая странная японская ручка фирмы Пилот, и она очень классная. И чернила Winsor Newton. Чернила или тушь, скорее чернила, наверное, Calligraphy Ink, да. Вот они растворимые, и они дают возможность сделать такие интересные эффекты. Это цвет сепия. Начинаю свой рисунок с построения простой формы арки и рисования в нем импостов. Я пока не знаю, это будет у меня дверь или окно, может быть, окно в пол или дверь такая при солиднейших размеров. Ну, я не знаю, я просто рисую. И как происходит этот момент? Я рисую с такой ориентировкой, что я практически не строю это изображение, как обычно. Я только имею в виду, что свет у меня падает сверху слева, и значит тени я рисую снизу справа. И для того, чтобы рисовать тени, я беру аквабраш. И с чистой водой в моем аквабраш я прихожу на этот рисунок, и вода, она размывает немножко те линии, которые я уже нарисовал, и получается вот такой вот благородный, старинный, сепийный эффект. И также, когда я вот делаю этот скетч, я практически не забочусь о чистоте линии, о том, чтобы делать линию очень прямой или, ну, очень точной, очень выверенной, а тут, скорее всего, я уже прям ухожу вот в эту вот довольно странную кривую дорожку скетчинга, когда ты рисуешь так очень свободно, не заботясь о том, чтобы это все было очень правильно. Но и эффект, вот вы видите, может быть такой довольно симпатичный. Да, продолжаю вот этот рисунок и рисую такие завитушки. Что обозначают эти завитушки? Они обозначают резьбу над дверью. Так как это скетчинг, это весьма такая обобщенная штучка. Мне нужно показать вот эту вот идею сразу же, не продумывая тот момент, который у меня родится, например, с резьбой потом, не прорабатывая его сейчас на этой стадии. Мне важно показать какую-то идею, саму импрессию и концепцию, но не давать какую-то детальную там проработку на уровне практически рабочих эскизов. Это такое обобщенное видение. И вот то место, где я думаю, что могут быть либо, ну, такие вот, э, может быть стекло, может быть просто плоская форма, я еще не знаю. Я стараюсь заливать таким более плотным цветом. И в то же время оставляю в этом цвете промежутки для а, рамы моей двери, для импостов, для вот этих вот эффектов света рядом с эффектами размытия акварели. Хотя это скорее не акварель, конечно, это тушь, чернила винзоровские, да. И вот таким образом я начинаю уже прорабатывать с тоном всю эту историю. Что я рисую? Я рисую не линии, я рисую вот этим аквабраш теневые области. Я думаю, тень примерно вот от этого элемента будет падать примерно туда. И вот так вот обобщенно и немножко размыто я накидываю сразу же вот эту теневую область, для того, чтобы не прорабатывать тень очень точно, очень подробно. Аквабраш, мне кажется, очень хороший инструмент. Но, в принципе, вы можете использовать и какую-нибудь обычную кисть, какую вы любите
там синтетику или колонок, и приносите воду вот в таком режиме, окуная кисть в воду. Я, честно говоря, по привычке предпочитаю именно waterbrush, потому что ее можно всегда положить с собой в сумку и использовать, не используя какие-то дополнительные элементы. Вы видите, постепенно вырисовывается мой эскиз, он приобретает такие уже более осмысленные формы. Я наношу акценты с помощью моего параллель пена в тех местах, где мне кажется, что нужно, чтобы остановился взгляд человека. Это, скорее всего, будут места для какой-то проработки вот всей этой общей идеи. Но пока это такие акцентные темные места, и они создают вот это вот впечатление о том, что я думаю, рисуя вот эту вот идею или дверного, или оконного проема. И, в принципе, на сочетании форм, сочетании объемов и пропорциональных соотношениях он уже выглядит так, достаточно эффектно и значимо, и прям богато. Мне это очень нравится. И при том я еще не прорабатывал ничего. Даже вот эту вот идеи колонн, которые я сейчас рисую, они, ну, никоим образом не показаны. Ни капитель не показано, а сам ствол колонны, ну, это такие кривые линии. Посмотрите, смотрится же классно. То есть фактически я рисую немного, рисую по импрессии, по впечатлению достаточно много. И вот за это я очень люблю вот этот стиль скетчинга, в котором я работаю. Он очень похож на наброски старинных, ну, великих мастеров, вот этот вот подход. И, собственно, я его взял не с потолка, а изучая работы великих монстров. Ну, большей частью итальянских, потому что я довольно много практикую в Италии и изучаю, очень тщательно изучаю контекст, ну, в котором какое-то время живу. Потом приезжаю в Петербург и пытаюсь осмыслить это все и перевести в какую-то историю с вот этими моими видеокурсами, которые я делаю сейчас на YouTube, которые вы сейчас смотрите, и стараюсь поделиться вот тем, что я понял, что наработал, что узнал, что разложил и, например, адаптировал под такие современные инструменты. Вы видите у меня в руках этот параллель пен, и мне кажется, вот на данный момент это такой очень хороший мобильный компромисс с идеей пера. То есть я в любом случае предпочел бы перо для рисунка, но если у меня нет такой возможности использовать и перо, и чернильницу, то вот такой вот набор, который я использую сейчас, это Braille Pen. Почему он? Потому что он одновременно дает и тонкую, и широкую линию. И его тонкая линия достаточно вариативна, она интересна. Она не так богата, как линия пера, но все-таки очень такая интересная, намного лучше, чем просто ручка. Ну, в какой-то степени сравнимо с автоматически перьевой ручкой. Ну, нет, все-таки сильно попроще. Но уже не просто обычная ручка. Она все-таки интересный, богатый штрих дает. И одновременно, не меняя инструмент, что для меня супер важно, я могу делать вот такие вот темные области интенсивной тени. А потом я могу приходить туда с моим Aquabrush и радостно создавать вот эти вот тоновые заливки. И они достаточно богатые, фактурные. Вот посмотрите, как это все работает. Вот я показываю мои инструменты. Это параллель пен. Он немножко пострадал в Италии. Он сломался. Нужно его заменить, наверное. Колпачок. Купить новый, наверное. Ну, нужно новый купить, да. Я куплю. И вот поближе посмотрим вот эту вот историю. Я полетаю над ней, и вы посмотрите, как это все работает в итоге. И если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите там в описании к видео много других плейлистов, как рисовать всякие разные классные штуки.
А меня зовут Кичигин Эдуард. Моя тема — ландшафтный скетчинг, интерьерный архитектурный скетчинг. Рисуйте вместе со мной. Чао-чао.